Сегодня мы отправимся в Монреаль. И лежит наш путь далек, через север на восток. Вы спросите, при чем тут восток? А все от географического расположения. Относительно Торонто, Монреаль лежит на восток. Хотя я в этом направлении больше север замечаю. Монреаль зимой намного холоднее, чем Торонто, а это поездка в январе. Лететь 515 километров. Не знаю, почему Google врет, что 1000. Очевидно же, что ошибка. По версии Air Canada, авиакомпании, которой сегодня лечу, дистанция по воздуху 515 километров. Перед вылетом, как всегда, в лаунж. На этот раз не в кафе, а в стандартный, куда надо подниматься на лифте. Вот теперь я вспомнил, почему я не хожу сюда. Всегда тул место сидеть и найти. Кое-как нашел местечко в офисе. В рекламе на сайте Air Canada видны пустые ряды в лаунже, но это только реклама. Даже чтобы попасть в лифт, надо очередь выстоять. В Монреале, как и во всех аэропортах, все по одинаковому сценарию. Забрать багаж и на выход. Сегодня мы передвигаемся на такси. Цена на такси из аэропорта в центре города фиксирована. Что-то около $50. Чуть дороже в ночное время. Таксистам можно ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, так что это, пожалуй, самый быстрый способ перемещения. Ведь электрички или поезда экспресса в аэропорте Монреаля нет. На машине в центре передвигаться обычно непросто. Днем всегда пробки, проблемы и с парковкой, а про качество дорог можно и не упоминать. Колесо оторвать можно. Многие добираются на работу общественным транспортом. Мы же ночью на такси просто летим по пустым улицам, собирая все ухабы. Останавливаюсь, как и всегда, в рабочих поездках в гостинице Holiday Inn, но будьте осторожны. В Монреале две гостиницы от сети Holiday Inn расположены в даунтауне, поэтому, к слову, Holiday Inn Downtown надо добавлять адрес, чтобы таксист не ошибся. Достался номер на 9 этаже, а значит, вид из окна будет неплох. Номер стандартный, с 2 кроватями. Сегодня апгрейд до Сьют не получил. За окном темень, а жаль. Там вдали есть на что взглянуть, так что дождемся утра для видов. В номере шумно, я испугался, что шумит старый кондиционер. Но нет, это техника, убирающая снег. Из центра Монреаля его даже вывозят машинами. Было бы где на окраинах, просто бы распихивали по сторонам или сгребали в кучи. Ничего так, уютно. И главное, тепло. Не пожалели. Редко, обычно сейчас ставят хоп, и приезжаешь, а там 18. И очень холодно. А тут хоп, 23. И, кстати, заметили, да? Температура в Цельсиях. Санузел, но у него достаточно большой размер. Из недостатков. Мерцающий фонарь в ванной. Пусть будет самым большим недостатком. А вот и вид из окна следующим утром. Вдали, между домами, можно разглядеть Нотр-Дам. Как и положено приличному Нотр-Даму, конечно же, в состоянии ремонта. Но это плановый ремонт, чтобы сохранить собор. Кстати, согласно Википедии, 11 миллионов туристов посещают его каждый год, что всего лишь на 1 миллион меньше, чем парижский Нотр-Дам. Раннее утро, и первые пешеходы уже бредут на работу. В соседнем здании Дворца Конгрессов Монреаля расположена станция метро. Сегодня я воспользуюсь метро. На удивление, никакого административного статуса столицы Монреаль не имеет. Столица франкоговорящей провинции Квебек, как мы помним, это город Квебек. Так что все статусы столицы у Монреаля неформальные. До 70-х годов 20 века Монреаль был не только культурной, но и экономической столицей Канады. Затем Торонто перехватил инициативу. Связано это с исходом крупнейших финансовых учреждений, таких как банки и страховые компании, из Монреаля в Торонто. Поводом стала политическая ситуация. Кризис, приведший к усилению национализма в Квебеке. 60-е и 70-е был очень сложный период в истории Квебека. Тогда проходила тихая революция. Тогда же были захвачены заложники из видных политических деятелей. И в то же время были проведены Всемирная выставка Экспо 67.
и Летняя Олимпиада 76. Единственная летняя Олимпиада Канады. Тогда же Монреаль отстроил самый современный даунтаун того времени, который мы сейчас и видим, с развязками хайвеев и небоскребами, и было запущено метро. Но на сегодняшний день все уже устарело. Устарело на 50 лет. Завтрак в отеле намекает, что этот Holiday Inn в Монреале. Тут нормальная, а не бумажная или пластиковая посуда. Все компоненты завтрака те же, что и для сети Holiday Inn. Но все же чуть разнообразнее. Больше и выбор. Ну и, конечно, круассаны среди выпечки. Я пока исключил выпечку из моей диеты, поэтому завтрак выглядит так: белок, жирок и немножко фруктов. После завтрака сразу в метро и на работу. В метро вы не услышите стука колес, потому что колеса тут как у троллейбуса, ну или как в парижском метро, резиновые. Еду по направлению из центра, поэтому и вагон пустой. Всем привет! Сегодня солнечно, но морозно. Думаю, ниже минус 10. Январь на дворе. Весь день я провел в лаборатории. Зимой темнеет рано, поэтому когда рабочий день закончился, солнца уже не было. Решил поужинать в районе гостиницы, и оказалось, что это очень удачное место. Район называется Чайнатаун, и весь квартал — это кафешки китайской и вьетнамской кухни. Есть и моя любимая кондитерская, где можно купить эклеры. Но, как я уже говорил, я на диете, выпечку не ем. Зима не время для туристов, улица пуста. Можно идти не спеша и переглядываться, где что подают. Помимо кафешек, попадаются и маленькие магазинчики, набитые сувенирами. Вообще, Чайнатаун начался с прачечных, которые открывали тут более 100 лет назад. Прачечные должны быть расположены близко от богатых домов и гостиниц, поэтому и Чайнатаун расположен в самом центре Монреаля. Исторически было несколько волн иммиграции китайцев, но все они почитают первого президента и революционера Сунь Яцена. Причем признают его и континентальный Китай, и Тайвань. На центральной площади Чайнатауна ему установлен памятник. Зимой здесь проходит празднование китайского Нового года, а летом в августе проводит летний фестиваль. Чайнатаун — это всего один квартал. Со всех 4 сторон установлены арки. Такую арку еще называют пайфан. Так как вширь расти больше не получается, то появляются и другие районы Монреаля с населением из Китая. А этот квартал пытается добиться статуса исторического наследия, что позволит сохранить его от застройщиков. Кстати, вот этот пайфан стоит на улице, на которую выходят окна гостиницы, и на которой вчера вечером гребли снег. Говоря про китайскую общину, в Монреале она составляет что-то около 3-4% от населения, или 60 тысяч из почти 2-миллионного населения города. По Google картам самое популярное заведение — это лапша. Лапша — ланчжоу, где тянут лапшу прямо при тебе, как можно видеть сквозь витрину. Но там была очередь, и стоять в очередь за лапшой для меня звучит странно. Поэтому я пошел через дорогу, в пельменную. Хотя нет, на вывеске написано «равиоли». Но это китайские равиоли. После рабочего дня и прогулки был голоден, накинулся, даже фото сделать не успел. Но было примерно так же, как и на картинке. Наевшись и согревшись в пельменной, я решил погулять по городу, тем более я взял билет на метро, который действительно в течение всего дня и стоит $11. Путь к метро опять мимо арки Пайфан со львами. И тут меня ждал сюрприз. Станция метро просто удивляет. Витраж в качестве декора. Также витражи и в переходе. А в витринах в том же переходе выставлены предметы для живописи. И репродукции Климта. Глядя на такие переходы, даже не верится, что ты в Канаде. На что монреальцы усмехнутся. Вот что значит быть культурной столицей. Еще я заметил, что Монреаль просто помешан, в хорошем смысле этого слова, на световых инсталляциях. Вот одна в холле, при выходе из метро.
На улице тоже инсталляции. Дело в том, что я попал на 14-ю ежегодную светотерапию. Для долгой канадской зимы на улицах города устанавливают световые инсталляции с декабря по середину марта. В этом году заглавная тема инсталляции – космос. Вот эти вот рамочки и светящийся диск называются солнцестояние. Это интерактивная инсталляция и меняет цвет в зависимости от окружения. Логику понять сложно. Думаю, срабатывает на движение пешеходов. Это просто подсветка перед торговым центром. Но и здесь не забыли про космическую тему и поставили соответствующую картинку. На пригорочке расположили, пожалуй, самую интересную работу. Она не только привлекает световым шоу, но и музыкальным сопровождением. Увы, на улице качество звука не очень, поэтому пришлось переозвучить. Оригинальный звук можно услышать, перейдя по ссылкам в описании. Этот световой вихрь назван в честь богини ураганов Химопалеи и немного выбивается из тематики, так как несет идею изменения климата и участившимися из-за этого ураганами. Правда, это общепланетарная проблема, так что космический размах тут есть. Гигантский металлический цветок. Инсталляция Астера. Цветок распускается с закатом и светится и мерцает. А за ним на фасаде зданий подсветка, которая изменяется в зависимости от погоды. Это мы уже 4 объекта посмотрели. Идем, еще на 2 смотреть осталось. Окей, слева мигающие столбики называются гигантский камыш. Тут же городской каток. Ну и главная достопримечательность – инсталляция планеты. Тут уже просто галактический размах. Мы же знаем, что в Солнечной системе то ли 8, то ли 9 планет. Это смотря кто когда в школе учился. Здесь же их больше, что как бы намекает, что это планеты вне Солнечной системы. Такие уже каждый год астрономы открывают, да не по одному десятку. О, а здесь планета приболела. Вон как ее колбасит. В Квебек-Сити, в Оттаве, в Виннипеге в честь зимы устраивают зимние фестивали, где гуляют и веселятся, наслаждаясь зимой. Здесь же в Монреале зиму воспринимают как болезнь. Да так, что даже световые инсталляции называют светотерапией. Впервые я посетил Монреаль в 2015 году. Дело тоже было зимой. И тоже командировка. Как сейчас помню, холоднющий ветер и сугробы. Было нелегко пробиваться с заснеженной парковки с ящиком с инструментами. Так что я могу сказать, приезжайте в Монреаль летом. Кстати, совет работает и для всей территории Канады. А теперь урок французского языка. Слово дня – метро. Я просто плачу от умиления. Вчера плакал от температуры в Цельсиях, а сегодня вот от метро. А Subway – это там, где бутерброды делают. Вот так вот. Из метро пойдемте-ка еще одно местечко покажу. Нотр-Дам. Когда я говорил, что в Монреале помешаны на подсветке, то я не только уличную подсветку имел в виду. Посмотрите, что внутри Нотр-Дама наделали. Световое шоу внутри снимать нельзя, так что извините, видео не будет. Собор, конечно, огромный и может вместить 10 тысяч посетителей. И по сути это главная точка притяжения туристов. Если будете в Монреале, то вы ни за что это не пропустите. Прямо с площади у собора открывается вид и на отель Holiday Inn. Мое окно где-то здесь. Чудесное расположение отеля.
И Нотр-Дам, и метро все рядом. Но летом цены кусаются. Сам отель стоит в квартале Чайнатаун, и дизайн соответствует. Вход в отель. А что, не пущают? На ночь двери закрыты, нужна карта доступа. Внутри мрамор на стенах и барельефы с драконом. Есть и скульптуры. И картины. И бронзовые вазы, а точнее их реплики. Написано, что это для хранения еды. А вот это, хоть и называется вазой, но нас не обманешь. Смотрите сами, это древний китайский мангал. В лифте тоже все соответствует. Драконы, красный цвет и золото. И панель золотая. Если вчера на завтрак показывал содержимое буфета и виды еды на тарелке, то сегодня пришла пора показать и интерьеры самого ресторана при отеле, где завтрак сервируют. Атмосферно. Сегодня столик у самой воды. Придется оставить чаевые официанту. А фонтан внутри отеля вообще экзотика. Вечером тут можно посидеть в баре. Вы заметили? В фонтанах плавают рыбки. А вот и первые попрошайки. Стоит протянуть руку, и вы тут же увидите рыбок. Я ничем рыбок не кормил, не подумайте плохого. Забавно о погоде вещают. Когда показывают, что в Квебеке холодно, последние строчки показывают Онтарио. Находят местечко на севере Онтарио и показывают, что там так же холодно, что онтарийцы мерзнут ничуть не меньше, чем в Квебеке. После завтрака домой. Летим утренним рейсом. Опять такси. И тоннель, идущий по центру города. Позади остаются высотки даунтауна. И приплывает типовая застройка 3-4-этажных зданий. Помните, жаловался, как сложно по сугробам с парковки было идти? Это было здесь, в этом госпитале. 9 лет назад его только заканчивали строить, и многоэтажная парковка была недоступна. Машину приходилось оставлять далеко в стороне. Несколько госпиталей объединили и перевезли в одно место. Даже название пытались использовать – Супер-госпиталь. Но это название не прижилось. Последние 5 лет Монреаль одна сплошная стройплощадка. Все эстакады перестроили, мост построили, улицы перекладывают. Поэтому не ездите здесь за рулем, ездите на такси. Кстати, давайте устроим викторину. Угадайте, что это на крыше такси такое. Вон, на тени силуэт есть. Я когда впервые в Монреаль приехал и увидел, аж испугался в такое такси залезать. Так, вот наше такси отъезжает, а на крыше это надпись «Такси». Только в форме креста, а непривычно нам всем шашечки. И когда их целый ряд в аэропорту стоит, то кажется, что это колонна катафалков с крестами на крышах. С утра аэропорт пуст. После Торонто это самый посещаемый мною аэропорт. Все уже привычно и знакомо. Магазин от Apple. Вниз направо по эскалатору выход к багажу. Налево кофейни Tim Hortons и Starbucks. А я за кофе иду в лаунж. И если в Торонто всегда толпы в лаунже, то здесь в Монреале бывает и свободно. Особенно сегодня с утра. Забавно. С утра бар с алкоголем закрыт. Откроется только в 11.
Не то что в Европе, где можно уже с утра выпить шампанское в лаунже, как аристократ. Мы здесь за кофе. Время до вылета еще есть. Покажу и буфет с завтраком, но я уже позавтракал в гостинице, поэтому ничего набирать не буду. Ну и в окно видны 3 пика горы Монт-Роял, которая дала имя городу Монреаль. Но на эту гору мы устроим восхождение в следующую поездку. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. А за лайки спасибо.